Знаете, в чем заключается главная трагедия честного человека? Он слишком буквально понимает то, что написано в законах. Он наивно полагает, если государство ставит на документе гербовую печать и грозно хмурит бровь, то реальность вокруг должна мгновенно подчиниться. Когда в ноябре 2020 года испанское правительство с пафосом римских трибунов приняло королевский указ о регулировании игорного бизнеса, я, признаться, почти поверил в торжество человеческой морали. Газеты захлебывались от восторга, рассказывая о спасении подрастающего поколения. Чиновники Министерства потребления вытирали слезы умиления перед телекамерами. Закон рубил с плеча. Полное табу на спонсорство на футболках, запрет на нейминг стадионов в честь букмекерских контор, никаких интеграций на радио и телевидении вне ночного окна с часа до 5 утра. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас тогда картинно заламывал руки на каждой пресс-конференции. Он пугал общественность апокалипсисом. Испанские клубы потеряют минимум 90 миллионов евро чистых доходов, конкурентоспособность нашего футбола будет помножена на ноль. Мы больше не сможем покупать звезд. Месси уже ушел, а за ним уедут последние. Нам нарисовали красивую, трагическую, но очень благородную картину. Испанский спорт добровольно идет на финансовые харакири ради ментального здоровья своих граждан. Условные мадридский сантехник и малолетний фанат из Севильи были спасены от пагубного влияния лудомании. Если сегодня открыть свежий масштабный отчет, то сухие цифры, на первый взгляд, ласкают слух и подтверждают этот триумф. Журналисты провели колоссальную работу. Они проанализировали соглашение 442 клубов из 31 высшей лиги Европы и Великобритании. И Испания на этой карте выглядит как сияющий монастырь посреди Содома. Судите сами. В Англии и Голландии в букмекерских деньгах испачканы ровно 100% клубов высших дивизионов. В Италии, несмотря на все их грозные запреты, 95%. В Германии 83%. Во Франции 73%, а в Испании скромные, целомудренные 20%. Всего 4 команды из 20 имеют хоть какое-то отношение к игорному бизнесу. Настоящий заповедник европейской святости и правового порядка. Но тут мне, признаться, стало любопытно. Такая профессиональная деформация заставляет меня с особым пристрастием разглядывать именно идеальные фасады. Я решил посмотреть, кто же эти 4 несчастных отщепенца в Ла Лиге, которые умудрились испортить безупречную министерскую статистику и пролезть в эти 20%. Итак, открываем список. Мадридский Реал, футбольный клуб Барселона, Реал Бетис и скромная Лас Пальмас. И вот здесь наша история делает первый по-настоящему крутой и циничный поворот. Избавившись от легального, регулируемого европейского гэмблинга, главные локомотивы испанского футбола не отказались от денег. Они не сократили бюджеты и не сели на диету. Они просто ушли в глубокую, серую, абсолютно непрозрачную азиатскую тень. Оказывается, благородный запрет 2020 года не уничтожил букмекерские вливания в испанский футбол. Он просто заставил его сменить европейскую прописку на офшорную. И сегодня мы вместе пройдем по этой цепочке, чтобы ответить на один простой вопрос. Кто на самом деле владеет европейскими клубами? Те, чьи фамилии написаны на VIP-ложах, или те, кто переводит миллионы через зеркальные сайты в Маниле? Чтобы понять, как устроена эта параллельная вселенная, нам нужно совершить небольшое цифровое путешествие. Давайте проведем эксперимент, который журналисты проделывали сотни раз во время своего расследования. Представьте, вы сидите в своей уютной квартире в Мадриде. Заходите на официальный сайт королевского клуба Реал Мадрид в доменной зоне .es. Перед вами открывается безупречный цифровой храм спорта. Спонсоры клуба сплошь респектабельные мировые бренды. Немецкий автогигант, ближневосточная авиакомпания, производители премиальной минеральной воды и, может быть, спортивной одежды. Никакого криминала, никакой рекламы ставок. Министерство потребления Испании может спать спокойно. Но теперь, не закрывая вкладку, вы включаете VPN и настраиваете азиатский прокси-сервер. Скажем, переносимся в Пекин, Бангкок или Манилу. Обновляем страницу, и происходит чудо, которое сделало бы честь любому средневековому алхимику. Тот же самый сайт Реала магическим образом преображается.
Парадные спонсоры блекнут, а на их месте на региональной версии для Азии вас встречают лица Килиана Мбаппе или Джуда Беллингема, которые ласково улыбаются на фоне логотипов букмекерских контор. У каталонской Барселоны в этой секретной комнате обнаруживается железобетонный контракт с OneXBet, брендом, который в половине стран Европы заблокирован национальными регуляторами, а в Великобритании и вовсе лишился лицензии после громких скандалов. Реал Бетис в своей азиатской версии нежно обнимается со всем тем же Кайюн, а Лас Пальмас кормится со стола загадочной структуры под названием Милан Спортс. Как это возможно? Добро пожаловать в мир виртуальной замены рекламы. Это главное спасение и одновременно главное лицемерие современной футбольной экономики. На стадионе Сантьяго-Бернабеу установлены специальные рекламные LED-панели. Когда идет телетрансляция, электроника разделяет сигнал. Испанский или европейский зритель видит на бортах рекламу легального местного пива или банка. Но в то же самое время на трансляцию, которая идет через спутник в Китай или Индонезию, накладывается совсем другая картинка. Там рекламные щиты забиты иероглифами и призывами немедленно сделать ставку. Испанское государство проявило трогательную, почти материнскую заботу о психике своих граждан. Их от рекламы оградили. Закон формально соблюден. Но на кошельки, судьбы и психику сотен миллионов игроков во Вьетнаме или на Филиппинах благородной Ла Лиге плевать с высокой колокольни. Главное, чтобы их юани и рупии исправно конвертировались в твердую европейскую валюту на счетах испанских грандов. Поразительный гуманизм, который имеет четкие географические границы и заканчивается ровно там, где начинается зона покрытия азиатских телекоммуникационных спутников. Когда европейские журналисты начали копаться в происхождении этих загадочных азиатских спонсоров, история окончательно потеряла остатки спортивного глянца и превратилась в криминальный детектив. Кто все эти бренды? Кайюн Спортс, HTH, Милан Спортс. Вы когда-нибудь видели их вывески на улицах европейских городов? Можете ли вы скачать их приложение в официальном App Store, находясь в Париже или Берлине? Конечно, нет. В Европе этих компаний юридически не существует. Они не платят здесь налоги, у них нет местных лицензий, их офисы невозможно найти по картам. Профессиональное спортивное издание провело масштабное расследование и наткнулось на пугающий след, ведущий в теневой сектор китайского криминального гэмблинга. Оказалось, что целая плеяда этих новых, внезапно разбогатевших брендов ведут свою родословную от одного гигантского мастодонта теневой империи под названием Ябо. История Ябо – это классическая драма новой цифровой преступности. Это был колоссальный подпольный синдикат, который организовал нелегальные азартные игры в материковом Китае, где гэмблинг жестко карается законом. Чтобы привлекать миллионы китайских игроков и выглядеть солидно, Ябо в свое время скупал спонсорские пакеты у европейских топ-клубов. Для них это была идеальная ширма. Если твой логотип висит на стадионе в Милане или Манчестере, китайский обыватель верит, что это легальная международная корпорация и без страха несет туда свои деньги. В 2021 году государственные органы Китая потеряли терпение. Была проведена беспрецедентная двухлетняя полицейская операция. Итог – более 3000 арестованных сотрудников синдиката, конфискованные миллиарды, вскрытые теневые шлюзы и официальное объявление о том, что империя Ябо ликвидирована. Казалось бы, европейский футбол должен был в ужасе откреститься от подобных связей. Но бенефициары этого бизнеса лишь иронично улыбнулись. Зачем закрывать курицу, несущую золотые яйца, если можно просто перекрасить ей перья? Буквально через несколько месяцев после краха Ябо на рынке как из ниоткуда возникают новые бренды. И в первую очередь Кайюн Спортс. И те же самые люди, которые обеспечивали трафик для старой конторы, легким движением руки перенаправляют миллионы лудоманов на новую платформу. И где же сегодня всплывает этот свежеперекрашенный бренд Кайюн? Правильно, на региональных сайтах мадридского Реала и Бетиса. Более того, этот же бренд преспокойно берет под крыло новоиспеченного чемпиона Германии. Леверкузенский Байер заходит в миланский Интер и лондонский Челси. Журналисты честно подчеркивают в своем материале.
Прямых юридических доказательств того, что Кайюн сегодня нарушает законы, нет. Но сам факт того, что высший свет европейского футбола кормится из рук структур с таким специфическим криминальным шлейфом, говорит о состоянии этого бизнеса больше, чем любые пафосные манифесты УЕФА. Когда репортеры пытаются задавать вопросы коммерческим директорам клубов: ребята, вы вообще проверяете, у кого берете деньги? Вы проводите базовую процедуру, проверку чистоты капитала. В ответ они утыкаются в глухую стену корпоративного молчания. Профессор, ведущий эксперт по футбольной экономике из Ливерпульского университета, объяснил этот феномен с убийственной, циничной прямотой. У футбольных клубов нет абсолютно никакого желания копаться в документах спонсоров, пока от них исправно приходят транши на счета. Система уживается в состоянии перманентного стресса. Владелец клуба, у которого кассовый разрыв, орет на генерального директора. Генеральный директор срывает голос на коммерческого. Мне плевать, где ты найдешь деньги. Найди их любой ценой. Иначе завтра нам нечем будет платить зарплату игрокам. И мы вылетим из Еврокубков. И в этот момент коммерческий директор готов подписать контракт хоть с дьяволом, хоть с нелегальным офшорным букмекером. Они просто закрывают глаза и смотрят в другую сторону. Чтобы у зрителя не сложилось ложного впечатления, будто это проблема исключительно Испании или пары запутавшихся суперклубов, давайте обратимся к большой европейской статистике. Цифры, которые собрал консорциум, окончательно деконструируют миф о независимости современного спорта. Если мы возьмем всю карту европейского футбола высшего уровня, от Туманного Альбиона до побережья Португалии, перед нами предстанет гигантский игорный дом, где футбол выполняет роль зазывалы у входа. Из 442 проанализированных клубов 31 лиги 296 команд, это около 66%, имеют как минимум одно действующее спонсорское соглашение с игорной индустрией. 2/3. Каждый третий клуб в Европе выходит на поле с логотипом букмекера, размещенным на самом дорогом рекламном месте, прямо на груди игровой футболки. Более того, в 14 лигах из 31 букмекерские или государственные лотерейные компании и вовсе выкупили права на название самого чемпионата. Вы не можете посмотреть тур в Португалии, не посмотрев тур лиги BetClick. Вы не можете следить за шотландским футболом вне лиги Вильям Хилл. Вы натыкаетесь на это в Чехии и Греции. Футбол для букмекеров – это не просто одна из площадок, это альфа и омега их бизнеса. По оценкам аналитического агентства, именно футбольные матчи генерируют феноменальные 68% всех мировых доходов от онлайн-ставок на спорт в Европе, Латинской Америке, Азии и Африке. Это идеальный симбиоз. Футбол дает зрелище и эмоции. Букмекеры превращают эти эмоции в чистый кэш и возвращают малую часть этого кэша клубам, чтобы те могли продолжать устраивать зрелище. Именно поэтому финансовые аппетиты сторон растут с каждым годом, невзирая на любые общественные протесты. В английской премьер-лиге, которая считается самой богатой и успешной спортивной лигой мира, клубы только за текущий сезон заработали на титульном спонсорстве букмекеров суммарно 135 миллионов долларов, около 125 миллионов евро. Азиатские операторы, о которых на самих британских островах никто не слышал, с легкостью выкладывают по 10 миллионов фунтов стерлингов в год даже за штатным середнякам и аутсайдерам, просто за статус регионального партнера. И теперь, имея на руках эти цифры, давайте снова вспомним Хавьера Тебаса с его потерянными 90 миллионами евро в Испании. Что сделали испанские клубы? Они поняли, что локальный рынок Европы – это лишь верхушка айсберга. Зачем страдать по европейским контрактам, если можно убрать логотипы из внутренних трансляций, формально ублажить испанских чиновников, но забрать те же самые 90 миллионов, а то и больше, через закрытые азиатские шлюзы? Деньги не покинули экосистему испанского футбола, они просто сменили цвет, прозрачность и траекторию полета. Когда мы открываем глянцевые спортивные журналы, нам долго и с придыханием рассказывают красивые истории о владельцах клубов. Нам показывают ближневосточных шейхов с их бесконечными нефтяными миллиардами, американских венчурных инвесторов, которые просчитывают каждый шаг на математических моделях, или гордых немецких и испанских болельщиков,
которые голосуют на выборах президента клуба и верят, что команда принадлежит им. Нам продают иллюзию, что футбол – это по-прежнему соревнование стратегий, традиций и локального патриотизма. Но настоящая история пишется не на зеленых газонах и не в манифестах ультрас. Она пишется мелким шрифтом в дебете и кредите бухгалтерских отчетов. Если задать себе простой, циничный, но единственно верный вопрос, кто на самом деле владеет клубом, тот, чья фамилия выгравирована на золотой табличке в ложе, или тот, без чьих регулярных финансовых вливаний этот клуб объявит о банкротстве и пойдет с молотка уже через 2 квартала, то ответ станет очевидным. Европейские букмекеры и офшорные гэмблинг-операторы не покупают контрольные пакеты акций мадридского Реала, Барселоны или Манчестер Юнайтед на открытых фондовых биржах. Им это попросту не нужно. Зачем брать на себя колоссальные юридические риски, сдерживать огромную инфраструктуру стадионов, платить налоги, общаться с капризными профсоюзами игроков и отвечать перед спортивными регуляторами? Зачем покупать сам клуб, если можно за гораздо меньшие деньги купить его тотальную финансовую зависимость? Они не требуют мест в совете директоров, они не лезут в тактические схемы тренеров. Они приходят тихо, в элегантных костюмах, с офшорными чемоданами, наполненными деньгами из серых зон гэмблинга, и мягко диктуют свои условия коммерческим отделам. Они говорят: мы даем вам спасительные 10-15 миллионов евро, которые закроют вашу дыру в бюджете перед финансовым фейерплей УЕФА. А взамен вы просто закроете глаза, включите геотаргетинг, настроите DBR-панели на стадионе и позволите нашим иероглифам крутиться на экранах Азии. Это новая, скрытая, но самая эффективная форма владения индустрией развлечений. Клубы могут оставаться королевскими, народными, историческими на бумаге для местных фанатов, но их реальное выживание, их способность покупать новых суперзвезд и удерживать позиции на вершине Олимпа теперь полностью принадлежат теневой индустрии азарта. Футбол сдал себя в аренду, даже не заметив, как превратился из спортивного состязания в гигантскую витрину для офшорных казино. Испанская схема с использованием VPN, региональных сайтов и технологий DBR – это далеко не единственный шедевр юридической эквилибристики, который изобрел футбольный бизнес. В тех странах Европы, где государственные регуляторы попытались закрутить гайки еще сильнее и жестче, коммерческие отделы клубов продемонстрировали такие чудеса изобретательности, которым позавидовали бы лучшие адвокаты по налоговым махинациям. Давайте перенесемся в Бельгию. В январе в этой благополучной европейской стране вступил в силу строжайший закон, который полностью запретил размещение букмекерских брендов на передней части игровых футболок. Казалось бы, здесь лазейку закрыли наглухо, но бельгийские футбольные функционеры внезапно открыли в себе таланты гениальных лингвистов. Посмотрите, что сделал действующий чемпион Бельгии, знаменитый клуб Брюгге. Много лет их главным спонсором был международный букмекер Unibet. Закон запретил писать это слово на груди. Что делает клуб? Он убирает логотип Unibet, а на его месте появляется стильная надпись You Experts. Руководство клуба с невинным выражением лица объясняет проверяющим органам: это не букмекер, что вы, это совершенно независимое, легальное мобильное приложение, где футбольные эксперты делятся аналитикой и спортивными прогнозами. Чистая журналистика и информирование болельщиков. Но если обычный, наивный бельгийский подросток скачает это замечательное приложение You Experts, он на первой же странице обнаружит прямые, активные ссылки, которые в один клик перенаправляют его на зеркало онлайн-казино все того же Unibet. Профессор спортивного менеджмента из Гентского университета прямо называет это троянским конем. Они создают псевдо-бренды, которые служат всего одной цели – быть легальной вывеской, шлюзом, который затягивает потребителя внутрь букмекерской экосистемы. Но если бельгийцы действуют как тонкие лингвисты, то в Италии история обхода запретов превратилась в монументальный памятник государственному лицемерию. И еще в 2018 году в Италии был принят знаменитый декрет достоинства. Название звучит так, будто его писал сам Гарибальди. Этот закон под страхом колоссальных штрафов
полностью запретил любую прямую или косвенную рекламу азартных игр в спорте. Включаем трансляцию матча серии А текущего сезона. На поле выходит миланский «Интер», клуб с мировым именем. На груди игроков красуется надпись betson.sport. Выходим на матч Пармы. Там логотип admiralbet.news. Играет Лечче. На форме написано Bet Italy Pay. Итальянские клубы, не моргая, уверяют прокуратуру и регуляторов, что это исключительно информационные платформы, спортивные новостные порталы и технологические платежные системы. И формально придраться невозможно. Слово «букмекер» или «ставки» на форме отсутствует. Министр спорта Италии Андреа Абоди, выступая в парламенте, вынужден был публично признать полное фиаско этой благородной инициативы. Он прямо назвал существующую систему абсолютным и узаконенным лицемерием. Мы сделали вид, что запретили рекламу ставок ради защиты граждан, но при этом разрешили тем же самым компаниям продвигать веб-адреса, которые неизбежно и кратчайшим путем ведут человека в мир азартных игр. Итог этой комедии оказался предсказуем. Поняв, что обмануть бизнес не получилось, а итальянские клубы из-за этих юридических игр ежегодно теряют порядка 100 миллионов евро потенциальных доходов, в марте 2025 года итальянский парламент запустил официальный процесс полной отмены декрета достоинства. Жадность, как это обычно бывает в футбольной экономике, одержала разгромную победу над достоинством. Реакция гражданского общества была яростной. Глава крупнейшей ассоциации по защите прав потребителей Габриэле Мелузо выступил с жестокой критикой этого решения. Да, возвращение легальной рекламы букмекеров на футболке вернет клубам серии А их вожделенные 100 миллионов евро. Они купят новых игроков и закроют долги. Но кто посчитает, во сколько миллиардов евро это решение обойдется итальянскому обществу? Государству придется тратить колоссальные деньги из бюджета системы здравоохранения, чтобы лечить тысячи новых лудоманов, оплачивать социальные пособия разорившимся семьям и справляться с ростом преступности, который всегда сопровождает подпольные долги по ставкам. Но кого в офисах серии А волнуют расходы Министерства здравоохранения, когда на кону стоит путевка в Лигу чемпионов? За каждым многомиллионным контрактом, который подписывают Реал, Барселона или Интер, стоят не абстрактные графики в презентациях коммерческих директоров. За ними стоят вполне конкретные, сломанные человеческие судьбы, которые и оплачивают весь этот футбольный карнавал. Игорная индустрия с такой готовностью заливает европейский футбол деньгами по одной простой причине. Футбол обладает уникальным свойством. Он абсолютно легитимизирует, нормализует ставки в глазах молодой аудитории. Он превращает опасную токсичную зависимость в элемент здорового фанатского досуга. Сделать ставку перед матчем любимой команды теперь преподносится как такая же безобидная традиция, как купить шарф или выпить пиво с друзьями. Правозащитники из британской компании называют это непрерывным конвейером клиентов. Профессор Чарльз Ливингстон, входящий в экспертную группу Всемирной организации здравоохранения по изучению гэмблинг-расстройств, приводит страшную, циничную экономическую закономерность, на которой держится весь этот бизнес. Держитесь покрепче. Около 80% всех чистых доходов букмекерских компаний генерируют люди, имеющие тяжелую клиническую форму игровой зависимости. Индустрия онлайн-ставок не живет за счет миллионов обычных болельщиков, которые раз в неделю ставят пару евро ради фана. Это миф, придуманный пиарщиками букмекеров. Бизнес живет и процветает за счет лудоманов, которые проигрывают все – свои зарплаты, сбережения родителей, квартиры, машины и социальные связи. Их бизнес-модель построена на выжженной земле, констатирует профессор Ливингстон. Лучший клиент для букмекера – это тот, кто теряет контроль и полностью разоряется. Но человеческий ресурс не бесконечен. Разорившийся клиент выпадает из системы. У него больше нет денег, у него разрушена семья, он может оказаться в тюрьме или покончить с собой. Поэтому индустрии жизненно необходимо непрерывно рекрутировать новых игроков, чтобы заменить тех, кто уже остался без гроша. И футбольные трансляции, забитые рекламой, справляются с этой ролью идеального вербовочного пункта. Журналисты в рамках расследования раскопали потрясающую и жуткую историю Томаса Мельхиора, бывшего преуспевающего сотрудника крупного немецкого банка. Его путь на дно начался банально.
Он сидел вечером у телевизора, смотрел матч Лиги чемпионов и поддался на красивую динамичную рекламу букмекера в перерыве. Поставил 100 евро. Выиграл, почувствовал прилив адреналина. Через 13 лет такой безобидной игры Томас обнаружил себя с накопленным долгом в 800 тысяч евро. Чтобы покрывать эти космические долги перед конторами, он начал проворачивать финансовые махинации на работе. Попался, конечно, и в 2019 году был приговорен к реальному тюремному сроку. Но самое примечательное в истории Томаса – это то, как вела себя букмекерская компания по мере того, как он погружался в бездну. В самом начале, когда Мельхиор только пришел на платформу и за счет математического везения несколько раз крупно выиграл, алгоритмы безопасности букмекера мгновенно пометили его аккаунт как опасный. Ему тут же жестко урезали максимальные лимиты ставок. Компания не любила терять деньги. Но как только Томас начал проигрывать, как только он потерял контроль и стал ежемесячно сливать пятизначные суммы из украденных банковских средств, отношение к нему изменилось кардинально. Никто уже не блокировал его аккаунт, никто не присылал уведомления о признаках лудомании. Наоборот, к нему, как к священной корове, представили персонального VIP-менеджера, который звонил ему лично, поздравлял с праздниками и засыпал бонусами. Кульминацией этой заботы стал подарок от букмекера. За свою верность бренду, а по факту за уничтоженную жизнь и 800 тысяч долга, Томас Мельхиор получил от компании бесплатную VIP-путевку в Лондон на культовый матч премьер-лиги между Челси и Ливерпулем с оплаченным перелетом, бизнес-классом и местами в элитной ложе стадиона. Круг замкнулся с абсолютным эталонным цинизмом. Футбол через телеэкран заманивает человека в букмекерскую петлю, человек затягивает эту петлю на своей шее, а букмекер на его же деньги покупает ему билет на стадион в качестве бонуса за лояльность. Выйдя из тюрьмы, Томас Мельхиор посвятил свою жизнь работе в организации Unsere Kurve, объединении немецких болельщиков, которые пытаются добиться полного изгнания игорного бизнеса из спорта. Возможно ли выжить в этой хищной экосистеме, если ты решаешь остаться честным? Существуют ли в современном европейском футболе примеры, когда клубы сознательно выбирали общественную мораль вместо легких денег из офшоров? Да, такие примеры есть, но они лишь подчеркивают тотальное одиночество тех, кто решил плыть против течения. Первым профессиональным клубом в Германии, который пошел на открытый конфликт с индустрией, стал знаменитый гамбургский Сан-Паули. Клуб, известный своей левой идеологией, культом альтернативного рока и преданным фанатским сообществом. Долгие годы сотрудничал с крупным гэмблингом-оператором B1. Но в 2023 году руководство клуба официально объявило о полном и безвозвратном прекращении любых контактов с букмекерским бизнесом. Официальный представитель клуба прокомментировал это решение без стандартных маркетинговых уверток. Для нашего бюджета это тяжелейший удар. Отказываясь от букмекерских денег, Сан-Паули добровольно вычеркивает из своего ежегодного плана доходов несколько сотен тысяч евро. В общем, колоссальная критическая сумма для клуба наших масштабов. Но мы пошли на это сознательно. Мы смотрим на то, как работают современные приложения для ставок в смартфонах и видим в них прямую, страшную угрозу для психического здоровья наших молодых болельщиков. Кроме того, повальное засилие букмекерских денег напрямую угрожает самому главному – честности и спортивной интеграции соревнований. Мы выбираем лицо нашего клуба, а не баланс счета. В Испании аналогичный подвиг совершил баскский Реал Сосьедад. В 2018 году руководство клуба вынесло вопрос о сотрудничестве с букмекерами на общее голосование членов клуба, тех самых «Сосиос». И баскские болельщики проявили редкое единодушие. Подавляющим большинством голосов они запретили своему клубу брать деньги у игорных компаний. И Реал Сосьедад много лет выходил на поле с чистыми футболками, сознательно урезая свой трансферный потенциал ради сохранения спортивной чести и уважения к собственным трибунам. Но давайте честно сопоставим масштабы. С одной стороны, у нас романтичные Сан-Паули и гордые Реал Сосьедад, которые сознательно идут на финансовые ограничения и теряют позиции на рынке. А с другой стороны,
15 из 18 клубов немецкой Бундеслиги, которые преспокойно продолжают осваивать букмекерские бюджеты. С другой стороны, болгарский футбол, где официальный представитель Национальной Федерации открыто заявил, игорная индустрия напрямую содержит более 2/3 всех профессиональных клубов Болгарии. Если мы завтра запретим эту рекламу, наш футбол просто объявит о банкротстве и перестанет существовать в течение недели. Футбол сам загнал себя в эту ловушку. Он раздул зарплаты игроков до космических масштабов. Он взвинтил агентские комиссионные до небес. Он превратил индустрию в прожорливого монстра, которому постоянно нужно все больше и больше. И когда государство пытается перекрыть один источник этого топлива внутри Европы, коммерческие отделы лишь иронично ухмыляются, открывают окно настежь в Азию и продолжают заносить в подвал клубов те же самые офшорные чемоданы с иероглифами. Подведем итог нашему расследованию. Мы прошли по всей цепочке от пафосных министерских кабинетов в Мадриде до подпольных серверов в Маниле и разрушенных жизней обычных болельщиков. И теперь мы можем без иллюзий ответить на главный вопрос. Так кто же на самом деле владеет современным европейским футболом? На бумаге клубы могут принадлежать кому угодно. Американским миллиардерам, ближневосточным фондам или тысячам преданных фанатов, голосующих на выборах. Но все это не более чем парадная декорация, красивая ширма для отвода глаз. Настоящая осязаемая власть принадлежит тому, без чьих регулярных финансовых вливаний эта многомиллиардная громоздкая конструкция мгновенно рухнет. 2/3 европейского футбола сегодня плотно и безнадежно сидят на букмекерской игле. Футбол создал экономическую модель, в которой невозможно оставаться успешным, конкурентоспособным и при этом сохранять белые перчатки и безупречную мораль. Это транснациональный циничный шлюз, который виртуозно конвертирует человеческие трагедии, лудоманию и серые офшорные капиталы в красивые золотые медали, пафосные телетрансляции и миллиардные контракты суперзвезд. Армин Поп, один из лидеров объединения немецких болельщиков, сформулировал главный вопрос, который сегодня висит в воздухе. Мы не дураки и прекрасно понимаем, что невозможно полностью запретить людям делать ставки. Как невозможно запретить совершеннолетним гражданам пить крепкий алкоголь или курить табак. Это их законное право. Но наше общество уже смогло принять важнейшие цивилизованные решения. Мы полностью убрали рекламу табачных изделий и крепкого алкоголя со стадионов и из телеэфиров, чтобы защитить детей. Так почему же для букмекерских контор закон всегда оказывается каучуковым? Почему для них всегда оставляют эти позорные лицемерные лазейки с VPN? Псевдо-новостными сайтами и азиатскими зеркалами. Но ответа на этот вопрос у Хавьера Тебаса, руководства Ла Лиги или боссов УЕФА, они никогда не получат. Потому что признать правду значит открыто расписаться в том, что игра на футбольном поле уже давно ведется совсем не по тем правилам, которые нам так красиво показывают в телетрансляции. Что думаете по этому поводу вы? Является ли такая азиатская схема испанских и европейских клубов гениальным ходом по выживанию спортивного бизнеса в условиях кризиса? Или перед нами высшая эталонная степень европейского лицемерия, где здоровье собственных граждан защищают за счет разорения жителей других стран? Пишите свое мнение в комментариях. Сопоставим факты и поспорим. Не забудьте поставить лайк, если вам близок наш формат честной аналитической журналистики. И обязательно подписывайтесь на канал. Берегите себя. Un beso, un abrazo y hasta pronto, amigos.